Итак, ребята, всем здорово, с вами Валта. У нас сегодня на обзоре вот такая вот штука. В общем, чего это такое? Давайте откроем, посмотрим. Это, грубо говоря, тестер. Давайте я приближу сейчас. Вот так вот мы сделаем. Да, видно? О, видно. В общем, это некий такой тестер. Вот у него прозрачный корпус. Тут USB-шка вход. Тут USB-шка... ну да. Это, короче, папа. Это, короче, мама. Вот. Ничего хитрого нет здесь. Тестер модель... вот КВС версия 20. Вот его название вверху. KVC. Короче, ну как-то так. Вот его. Вот что здесь пишется, что вот здесь пишется. Одно и то же. Так, сейчас сделаем немножко назад, чтобы у нас помещалось все. Да, вот так вот. Отлично. В общем, зачем фиговинку эту надо? Кстати, поставляется она именно вот в таком пакетике. Покупал я это дело на Озоне. Вот. Давайте сразу сейчас посмотрим на размеры этой фигни. Так, вот у нас получается 0. Давайте так, 0 сказал. Все, 0. Так, размеры этой фигни у нас 72 миллиметра, ну 73, бог с ним, пусть будет так. Это в миллиметрах, если что. Ну, вы там сами уже пересчитываете, там смотрите. На 25. И на 14. Везде чуть-чуть, но не доходит. Короче, примерно размер у вас есть. Давайте эту штуку уберем. Значит, что это такое? Весит она вообще фигню на самом деле. Она маленькая, компактная. В общем, чего это такое? При помощи вот этой вот фигни вы сможете проверять все аккумуляторы, которые работают до 5 вольт. То есть, берем, допустим, Powerbank, да? Здесь вот написано у нас 20 тысяч. Не знаю, как бы, вот, видите? Здесь написано 20 тысяч миллиампер-часов. Вот. В телефонах тоже есть такие как бы аккумуляторы, да, они там вот стоят. И одно дело, когда мы покупаем устройство новое, другое дело, когда прошло там, допустим, полгода или год. И мы такие думаем, что-то оно у нас плохо держит подзарядку и так далее и тому подобное. А как протестировать, насколько продавец был честный, у меня тут буква В, это Валта. Вот, насколько продавец был честный, насколько правильно вот здесь вот обозначены цифры, как проверить. То есть иногда в похожих китайских как бы пауэрбанках, ну допустим как вот в этом, да, получается такая штука, что заявленная емкость вот этого аккумулятора, она 10 тысяч. Вот как бы попробую сейчас показать. Вот здесь вот мелким таким текстом вот пишется вот 10 тысяч. Вот здесь вот. По сути, вот здесь 10 тысяч нету. Проверяется это как? Берете провод, грубо говоря, подсоединяете провод в этот тестер. Вот таким вот образом. То есть вход, да? Второй конец провода. Берете любой гаджет, будь то там телефон, там планшет или еще что-то. Подсоединяете его на этот гаджет. И вот эту вот фиговинку втыкаете в разъем. А что ничего не случилось? Он у нас севший. Это я уже его тестил и затестил просто в смерть. И втыкаете его
в аккумулятор. Вот у нас, видите, сейчас на дисплее, зарядка на телефоне сейчас пошла. А на дисплее, сейчас я наезд сделаю. На дисплее у нас включается счетчик. Как мы видим, вот здесь вот у нас показывается вольтаж. То есть тот вольтаж, который потребляется телефоном. Чуть ниже мы видим амперы, которые проходят для зарядки телефона 1,28. Здесь мы видим время, то есть это время зарядки, здесь часы и минуты. И вот последний счетчик, который самый нужный нам по сути, да, это миллиампер-часы. То есть это устройство, оно считает, сколько миллиампер-часов, ну то есть емкость, прошло через вот этот вот узел. То есть сколько миллиампер-часов скушал сотовый. Сброс делается проще некуда. У нас есть кнопочка Reset вот здесь, она одна, больше никаких тут кнопочек нету. Мы его нажимаем, держим и получаем сброс счетчика. Есть такая небольшая особенность. Сейчас я вот так вот сделаю. Смотрите, разница в чем? Дело в том, что если мы вот эту штуку вставим, допустим, в блок питания, вот таким вот образом, да, и этот блок питания вставим, допустим, в какую-нибудь розетку. Так, а где у меня провод? Я куда-то провод уже замылил. Ну ладно, не суть важно. В общем, мы вот этот вот, весь этот механизм, ну я образно сейчас покажу, допустим, вставляем в розетку куда-нибудь, да, и второй провод подсоединяем в зарядку, то у нас здесь отобразится цифра миллиампер-часов, сколько этот аккумулятор, допустим, скушает. Но, то есть таким образом мы замерим, сколько у нас миллиампер-часов, время зарядки, вольтаж потребляет вот это вот устройство. Ну, хоть это, хоть, допустим, вот это. Вот. Но если мы вставляем вот эту фиговинку, допустим, непосредственно в сам Powerbank, то мы замеряем, сколько эта штука отдает. Вот. И заявленная мощность, вот то, что вот здесь вот пишут, должна совпасть не с тем, что устройство кушает, а должна совпасть с тем, что оно может отдать. Ну, в данном случае вот этот вот белый Powerbank, он очень тяжелый, очень емкий, большой. Он меня пока что еще не подводил, и я почему-то вот верю в том, что здесь 20 тысяч миллиампер-часов. Вот, но вот этот вот Powerbank, у него здесь написано 10 тысяч миллиампер-часов. Я его полностью сегодня проверил, чтобы вы понимали, ну вот такая у них типа разница. Он в 2 раза меньше, и так он меньше. Вот видите, и так он меньше. Суть в чем? Когда я начал проверять вот этот Powerbank на отдачу, у него на отдаче отобразилось 5400. То есть здесь написано 10 миллиампер-часов, а в реальности это всего лишь 5400. И в последующем, когда, ну, вот, грубо говоря, вы там покупаете какой-то товар с Озона, да, и приходит тот же самый Powerbank, или приходит, я не знаю, там, допустим, подобное там устройство, или вот похожее там устройство, да, здесь тоже есть выходы, разъемы, все это идет, ну, это все как бы вы ставите на зарядку. Суть в чем? Теперь есть обоснование при покупке вот этого тестера, чтобы девайс, который, допустим, долго лежал на складе, и батарея у него уже, ну, немножко поднавернулась, чтобы вы могли, грубо говоря, его сдать, либо перезаказать новый. То есть вот эта вот штука стоит 300 рублей, вот она. А сэкономит вам довольно много денег. В том плане, что вот
пауэрбанки, они ж на складе могут в разряженном виде лежать-то долго. Кто-то месяц лежит, а кто-то год, а кто-то 2. И когда эти аккумуляторы находятся в разряженном виде, то, грубо говоря, что в этих устройствах аккумуляторы, что вот в этих устройствах аккумуляторы, что вот в этих, они наворачиваются. Потому что разряженное устройство хранить долго нельзя. Вот я его сегодня буду ставить на зарядку. Какая-то гадость у него. В общем, все, с вами был Валта. Вот такой вот хитрый приборчик. Дешевый. Но иногда очень-очень нужный, чтобы проверить время зарядки, так сказать, потребляемые вольты и самое главное емкость. Все, всем покедово, пишем отзывы, ставим там лайки, дизлайки. Все, всем пока.